Здравствуй, зритель! Меня зовут Иван Кудинов. Это очередной опус адских модификаторов, а вокруг меня Subaru Legacy B4 RSK 2000 года выпуска. Что я здесь забыл и почему это видео называется Spec The Remastered? Начну издалека, из глубин истории, так сказать. В 2013-2014 годах мы с Лешей Кошелем сняли видео о том, как я собирал из простого RSK STI. Это несколько неправильный STI. Для того, чтобы был STI, нужно было особый твинтурбовый мотор, шестиступенчатая коробка, но это слишком дорого, как я тогда считал. Поверь, купить готовое сразу, лимитированное, какое-нибудь особенное, это всегда дешевле, чем собирать самому из простой машины. Просто это закон. Не пытайся спорить с этим, просто смирись. Лучше взять кредит, купить сразу готовую машину и радоваться жизни, чем идти путем долбоеба, как я. Видео у нас получилось худо-бедно неплохое, конечно, это первая проба пера. Я тогда только осваивал премьер, и, получилось и получилось. К сожалению, я допустил некоторую оплошность и использовал в видеоряде музыкальные композиции группы AC/DC. Как выяснилось, на YouTube очень хорошо работает защита авторских прав. Мое видео забанили насмерть. В течение примерно 2 лет я пытался купить авторские права на прокат этих композиций в моем видео, чтобы не переделывать, потому что получилось реально клево. AC/DC подходила под мою затею прям. Но Sony Music Entertainment оказались конченными пидорасами и вообще не обращали на меня никакого внимания, а в каталоге музыки для проката просто не нашлось AC/DC. Его не продают. Поэтому, дабы все-таки история моей машины хоть каким-то образом была опубликована, я переделываю это видео. Сейчас я буду смотреть это видео на компе вместе с тобой. Конечно же, я поменяю звуковую дорожку там, где используется AC/DC. И я знакомлю тебя с историей своей машины, так сказать, с первой ее главой. Сейчас, как видишь, тут полный атас, разруха, разобранный салон. Машина в процессе очередного ремонта, переделки. Итак, внимание на экран. Как вы относитесь к Subaru? Здесь дальше будет звучать композиция AC/DC, первая из 3, и поэтому я прокомментирую, что происходящее на экране. Притушим звук. Почему я называю свою машину S407? Все очень просто. Есть машины Legacy S401, даже не B4, не Blitzen, не Limited, просто Subaru Legacy S401. Это все тот же 2-литровый твинтурбовый мотор, но ручная сборка, балансировка, все такое. Настройка это 293 силы. Это обязательно шестиступенчатая коробка передач от Impreza STI. Как раз такая коробка досталась мне. Коробка классная. Также у S401 на шаровых соединениях, не на сайлент-блоках, задняя подвеска и тормоза Brembo Gold. К сожалению, Brembo Gold я не решился ставить. Лучше поставил их. Плюс салон алькантаровый. И я остановился на штатном. Концепцию мотора я заменил мотором от Impreza STI. Примерно то же самое. Twin Scroll, фазы, та же самая Twin Turbo. Как мне тогда казалось. Потому S401 стал S407. Это не совсем правильно. Тогда я так захотел, и пусть так будет. Далее сцена обслуживания мотора постепенно перетекает в таймлапс его замены. Из машины мы вынули 205-е пихло от Форика раннего. Где-то 97-98 год. Ублюдище редкостное. Оно у меня даже не работало толком. И ставим нашу красоту. Мотор от S401 однажды мне почти попал в руки, но я тогда был в рейсе, морячил. Позвонил продавцу, говорю: чувак, сейчас время еще такое, что мобильного перевода толком нет. Мне надо идти в банк. Это 2013 год. Начало 2013 года. Чувак, мне надо идти в банк, чтобы перевести тебе денег. Давай отложи моторчики, и я что-нибудь придумаю. Ой, нет, мне надо его продать. В итоге он через пару дней его продал, естественно. Далее звучит другая композиция AC/DC, поэтому опять тебе придется слушать меня. Машину я перекатил
к знакомому электрику Лёше, который 2 раза меня по электрике очень хорошо выручал, но в этот раз что-то случилось не так, в его жизни наступил кризис. В итоге время с марта по сентябрь он меня спустил впустую. Ваня, прошло почти 5 месяцев. Что вы можете сказать? Это тебе, блядь, как вы относитесь к Subaru? Да. Все лето в мокром боксе, это было просто кошмар. В общем, весь салон уже поменен с тех пор, потому что избавиться от плесени это было проблематично. Напомню, сегодня 27 апреля 2021 года. Это было 8 лет назад. Только одна из 10 мастерских согласилась заняться свапом моей проводки. Но когда он озвучил цену в 120 тысяч рублей, стоявший рядом со мной друг Леша тоже был очень удивлен, не меньше моего. Пока он вез меня до автобусной станции, Леша сам предложил мне сделать это все значительно дешевле. Не помню, что там по сумме вышло, что-то 1020, может, 30. Но Леша занимался этим вечерами, поэтому ушло достаточно долгое время на все это подключение. Но сделал он на совесть. Мотор запустился. Мы договорились на том, что он запустит мотор. Он запустил мотор. Остальное за ним доделывал я, ты увидишь это дальше. Да, сегодня я знаю, что надо было просто взять от рестайловой машины проводку, положить ее в машину, кинуть несколько сопель на фазосдвиг, там, на орошалку и, помню, что-то еще. И эта машина бы поехала, все было бы красиво и штатно, но тогда я этого не знал. Сегодня я это знаю, поэтому сегодня в этой машине уже лежит наконец-то рестайловая проводка. В общем, первую мастерскую мы покинули, переехали в другую. Так. О, завелась. Блин, это самолет, воняющий металлоасбестом. После дизельного тирана это полный абзац. Это, мать его, самолет. Турбина дует по самой не балуйся. Тормоза ни черта не тормозят, потому что не притерты. Вот. Черт возьми, это стоило того, чтобы ждать так долго. Звучит AC/DC, ну, блин, весь фильм прошел в настроении хард-рока. Первый выкат своим ходом из гаража. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я расскажу вам, как я делаю это. Хули все равно резать. Раз, два. Добро пожаловать в мой гараж. В принципе, многие его уже видели, но кто-то еще не видел. Также познакомлю тех, кто еще не знаком с моей машиной. Так сказать, машиной, пока это почти что движимость.
Когда-то я купил себе Legacy B4, хотя хотел форика, потому что универсал и все такое. Но подвернулся мне именно бэчик. Леша, падла. Что ты ржешь? Что, нельзя, да? Нельзя. Так вот. Хотел форика, потому что он универсальный, но купил бэчика, потому что он мне просто понравился и был белый. Потом я его разбил и купил вот это чудо. Оно когда-то было серое, а теперь оно стало синее, потому что Subaru. Золотые диски забыл поставить. Ай, блядь, Золотые диски вон лежат, золотые диски вон лежат. А на нем стоят такого бронзового клевого цвета, потом Леша их покажет обязательно. Вольк Грэм Лайтс 57 Pro на 17, 7,5 шириной, это я все вырежу. Много непонятных слов. Да. Так вот, поставил я сюда тот мотор, который мне достался. EG20. Который мне достался с белой машиной. И здесь тоже была композиция AC/DC, Big Gun, но, к счастью, исходники у меня сохранились, поэтому мой монолог, он сохранен относительно неизменным. EG20G с турбинкой TD04L, ну такая вот. Мне его оказалось мало, потом он начал потихоньку что-то так как-то болеть, я решил его продать и купить сюда ESG207, потом капот открою, увидите, с вот такой VF37, чтобы с твинскроллом, чтобы тапку наступил и попер. Что оно в итоге и получилось. Затянулась стройка всего ничего с марта 2013 года и по сей день, уже конец января 2014 года. Так что, ребятки, лучше не связывайтесь с такими свапами, не пихайте 207 мотор от GDB вот в эту вот херотень. Пускай там будет твинтурбо, беспонтовый, пускай оно не едет, но лучше ничего этого не делать. Итак, прошу восхищаться. EG207 где-то 8-9 поколения. Это как бы тут распорочка обычно стоит, она там наверху валяется. Тут вот силикон-самка, всякая такая нужная херотень. Вот эта трубочка турбомера, очень нужная штучка. Взята всего лишь от омывателя заднего стекла. С другой машины. С другой машины, в смысле? С белой, с разбитой. Валялась там, ну, трубочка. Пойдет. Я всегда так делаю. Здесь тоже так. В общем, тут полная перспектива мотора, снятый ремень с кондиционера, потому что он не подключенный, пока не нужен, зима все-таки. Тут даже показывать толком нечего, это просто всем куском было сюда впихано, и оно теперь работает, валит, где-то там видео есть, как оно едет. Тут еще делать и делать. Вот. Продолжим про внутрянку. Ну, так сказать, про то, что тут в принципе должно быть. Здесь где-то должна быть панель, там торпеда, так называемая консоль. А вот это все провода, чуть-чуть подсвечу. Налобник, очень нужная вещь, так как в гараже у меня света нет, здесь еще и холодно. Ну, холодно спасают ползуны и теплая куртка, а то, что света нет, спасает налобник. Куда свечу, там светло. А куда не свечу, там не светло, и никто ничего не видит и думает, что у меня темно. Нормально. Вот это провода. Тут вот блок управления климат-контролем. Я его пытаюсь подружить с импрезовской проводкой. Это очень сложно. Это оказались ненужными разъемами. Даже не буду о них рассказывать. Вот это блок печки. Это блок кондея с дуйкой. На него питание как-то криво приходит. Вот это провода на акустику. Мистери. Надо будет потом пробросить. Вот так вот руль у меня не закреплен, приходится с ним вот так вот дружиться. Там клевый тюнинг, накладочки на педальки, алюминий, стив. Плюс 500 к скорости и плюс 200 к мощности. Кстати, о мощности этого мотора продавец умалчивает. Наверное, большая. Что, гонка что ли? Гонка что ли, да? Скажите свои комментарии по поводу. Ты еще видео снимаешь? Я еще видео могу снимать. Че? На. Во. А, ты хочешь я сюда выловил?
Ну что, он сцепится, нет? Не замерим. Вой такой стоит, это от насоса Вальбра. Он достаточно громкий сам по себе, и диван был в ту пору снят, поэтому рев стоял страшный. Это корч. Стой, салон снимаю. Суровый полукорч. Интересно было, когда оба колеса на блокировке попытались сцепиться. Как скакал твой редуктор, что ли? Но Скажите, как ваши дела? дела идут просто охеренно. Оно перемещается, поворотники кажет, свет горит. Даже дворники даже работают. Мало того, даже задний дворник работает. Досталась фигня подружиться с печкой и с замками дверей. И потом все это собрать, привести к такому более эстетичному виду. Есть. Иногда доставать вот таких вот по трассе. Только сильно не газует. Я тут в положении лежа. Я понимаю. На своем штативе при этом лежу. У вас там любовь. Особенно после того, как он соленоид заклинил и дуло 0,6. Мне вот это уже мало, понимаешь? Слушай, Граниту посадим, сделаешь так же, а? Пожалуйста. Гранитоса посадим, сделаешь так же, просто он тебе потом всю жизнь благодарен будет. Здравствуйте! Сегодня 1 мая, кажется, 2014 года. Леша опять за кадром творит всякую нехорошую хренотень. А я стою и обтираю жопой свою машину, которую я наконец-то достроил. Достроил я еще 22 февраля этого года. Но дошли руки снять это все вот нормально только сейчас, потому что там были доводки, доделки, установка 6-ступенчатой трансмиссии. Что еще я делал? Там нячки какие-то под капот закинул. В общем, обычная жизнь обычного субариста. Катаюсь, отвожу душу, пугаю статистов, пугаю вэшек. Вэшки пугаются, как ни странно, когда надув не падает. Иногда падает надув, соленоид клинит, надо гримспид купить. Что ж, спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели этот длиннющий опус, который ни черта не сбалансирован, не было никакого даже сценария, снималось все на коленке, монтировалось все на ходу. В общем, пока Леша ничего не сказал еще лишнего, закончим запись, да поеду я монтировать, наконец-то, да выкладывать на какой-нибудь ресурс, чтобы все это наконец-то посмотрели, а не показывать рабочий пилот друзьям, семье, подруге. Леша, я, кстати, не показывал. Нет, сигнал тебе порвал это. Зачем ты это сделал? Спасибо за внимание. Спасибо, что вместе со мной пересмотрел мое первое относительно длинное кино. Надеюсь, в этот раз по авторским правам его не забанят. До новых встреч, до новых свершений. Спасибо, что ты со мной.
Я очень ценю твое внимание к моим проектам, к моему видео. Пока.